Йоу, guys, всем привет. Спустя сколько там, 3 недели мы снова в строю. Теперь уже мансли подкастом уже ребята писали, а не еженедельно. Да. Да, Но в мы принципе, попробуем вернуться, да, наверное, опять да, еженедельно. я думаю, норм, да, если ты подписку на StreamYard ты платишь. Да бесплатно сделаем, и нафиг оно нам надо, эти $25 платить, что-то придумаем. Но если нет, то возьму ваше дядь. Так, давай сходу, да, про рынок. Много всего у нас за это время произошло. Я думаю, за этот эфир мы по всем темам пройдем. Но первое, что хочется обговорить, это крипторынок. Да, сильно упали за 3 недели. Сейчас вроде как боковички каком-то карабкаемся. Что вот твое мнение, потом я свое скажу. Какие перспективы, куда дальше видишь рынок? Вообще, как ты это падение, которое произошло? Да, я думаю, что ничего страшного, в принципе. Главное в кэш-сити сейчас залиться, и Мы можно поговорим про кэш. пассивно фармить. Вот, ну а так в целом, ожидаемо относительно было, да. Все уже это предвещали. И оно случилось, в принципе, падение такое относительно серьезное. Многих людей сумки там приуменьшились, многих ликвидировало, что неудивительно. Кто-то пытался из моих знакомых даже лонгануть, но не получалось. Оно неудивительно, да? Только золото у нас немножечко пропал. Прием. Или у меня что-то с интернетом? На стриме все норм. У тебя? Я Все тут, работает. меня слышно. У Да, слышно. меня Отлично. интернет, я раздался с телефона. Все четко. Последнее, что я Ничего. слышал, можем заново, можем как? Или Да, нормально? все норм. Все норм. Чуть-чуть только у меня будет лагать. Я потом на Wi-Fi обратно вернусь. Ну, короче, что ты вообще говорил? Что я пропустил? Да я говорю, что, предвещали все падение такое серьезное, поэтому ничего удивительного в целом. Вот. Доминирование USDT, USDC, стейблов у нас сейчас на рынке. Индекс страха жадности там порядка 5. То есть люди боятся до сих пор заходить. Ну, возможно, сейчас чуть-чуть повыше, потому что все-таки небольшой откатик произошел. Сейчас мы в боковике, действительно. Но я ожидаю значений пониже, потому что нужно еще собрать ликву снизу. Мы до нее не дошли. Вот. Ну, думаю, что там где-то 50-60 по битку мы еще увидим. Я почти тоже уверен, что увидим 50-60, но, как я уже тоже это и говорил, да и многие, не только я, да, что этот год будет такой такси для крипты, типа, понятно, какие-то возможности будут, но глобально все мы везде Да чего будем так падать. себе? Ну, типа, если мы вот будем честны, у нас что как бы на носу, грубо говоря, что у нас самое основное? Это OpenSea, ребята, у которых, бабок немерено, скажем так. И в любом случае, как бы ТГЕ покормит криптонов, кто флипал картинки, занимался всякой активностью на OpenSea, сундуки делали. Вот, я думаю, что, в принципе, люди получат хороший кэшбэк, хороший дроп, те, кто действительно занимался этим всем. Не факт. Вот, плюс у нас еще Лука же сказал, что у нас есть, типа, дропы на пингвинов, и очевидно, что он сказал, что одно уже подтвержденное, ну и какое у нас подтвержденное? У нас как раз есть Pudgy, OG и OpenSea, грубо говоря, да. Поэтому у нас там два грубо говоря, бейджика на пингвинов. Вот. Один за то, что ты не продавал, получается, а второй за то, что ты купил на OpenSea, правильно? Вот, да. Поэтому, в принципе, я думаю, что-то за это подкинут вполне себе, приятненько будет. Да и в целом, типа, флипали, значит, я думаю, получите вкусно на ТГЕ. Вне зависимости от того, какой будет рынок, OpenSea, я уверен, что выйдет хорошо. Плюс 25% на комьюнити, но это весомо, поэтому я думаю, что покушаем нормально на OpenSea. Это первое. А второе, это у нас уже сливы пошли же по самому главному prediction-маркету. Polymarket. Что, да, Polymarket уже как бы там токен планирует в том плане, что это уже там типа подтвержденная инфа. Вот. Поэтому если в этом году выходит Polymarket, я думаю, ему тоже как-то без разницы будет, что с рынком крипты. Как бы он выйдет хорошо, потому что там очень хорошие объемы, вот, очень хорошее у них там количество денег. Поэтому, в принципе, я бы, с учетом того, что два этих ТГЕ произойдут в этом году, вне зависимости от того, там будет эфир 1500-2000, в любом случае это нормально так отразится на крипте. То есть, условно,
OpenSea выходит на ТГЕ, но очевидно, что люди получают деньги. Скорее всего, у нас же это же еще система с большими этими комиссиями заканчивается, правильно? Ну, потому что сейчас повышенные из-за сундуков. Но люди понесут частично деньги в NFT, и у нас NFT живут. Вот. Polymarket в целом, как бы, ну, люди понесут в альткоины, там, условно, в биткоин, в эфир, поэтому, в принципе, как-то так. Ну, и плюс еще там, если не ошибаюсь, Трамп обещал все раздать деньги американцам. Да. Да, ну, а я не знаю, я не сильно так уверен. Смотри, то, что там будут какие-то темы, ТГЕ, помимо полимаркета, OpenSea за этот год, где можно будет что-то заработать, это понятная идея. Я про общий рынок, но даже тот же OpenSea, сейчас вот если зайти на полимаркет, там он оценивается там 50 вроде процентов на лярд. То есть люди даже не верят, раньше мы говорили там про триллиард, да, и так далее, сейчас уже в лярд люди сомневаются. Это вот уже не факт, что даже, ну, надеюсь, что, я думаю, все равно, скорее всего, он плюс будет откручен и так далее, но все равно уже есть нюансики какие-то. Потом там токен поле, ну да, его забрендили, но непонятно, его выпустят в этом году, не в этом, когда, и даже, ну да, люди поедят, если будет вообще дроп, может вообще сделать сейл, но, скорее всего, будет дроп, и люди там что-то получат, но вряд ли они понесут в альткоины. Я думаю, что будет, короче, да, плюсовые ТГЕ, как ты сказал, многие за этот год, много разных других темок, но сама суть, я имею в виду, вот, я больше, знаешь, за крипту, за биток, эфир, что будет, типа, нисходящий тренд. Вот, но мне кажется, что это хорошая поддержка. Вот эти ТГЕ, они много денег крипты нам дадут, и куда им нести? Они же не будут их выводить. Ну, большая часть, кто поднимет серьезные сумки, они будут закупаться. Как раз на лоях они будут засаживаться в эфир, засаживаться в биток, чтобы, ну, условных там на сайз сделать X2. Ну, типа, это как будто бы, если ты видишь эфир по 1500, очевидно, что ты можешь туда запульнуть всю сумку и сделать спокойно 2 икса прямо на сайз. То есть это же стопроцентная вероятность этого, грубо говоря. Ну, а вот потому что, ну, время идет на эфир. Ну, был, да. Но никто не понес деньги, что-то после этого особо, как-то мне кажется. Так, Ник, а я одну секунду, я вернусь на Wi-Fi, хорошо? Я могу отлететь давай, на давай. буквально. Пока говори. Да я пока помолчу. Так, потихоньку вроде возвращаешься. Ой, и качество получше стало, если не ошибаюсь, да? Нормально? Да, меня слышно? Да, все, я на Wi-Fi, все слышу, все заебись. Тебя тоже слышно, все, отлично. Все, отлично, стрим у меня идет, на секунду проверю. Да, вроде идет, по идее. Так, что, есть еще что добавить по рынку? Что в ближайшее время ждем? Я бы такой боковик, наверное, ждал бы, и, может быть, чуть-чуть даже выше мы сходим на короткую дистанцию. Да знаешь, ну, посмотрим. Я думаю, тут сложно предсказывать. То есть, условно, сейчас могут и шортистов позбривать, и загнать нас там повыше, ну, нормально повыше. Вот. Также сейчас могут, в принципе, люди переобуться и в лонги зайти, мы вниз пойдем. Поэтому, ну, сейчас бы в лонги я бы точно не заходил. Да, у меня что-то не работает стрим, блядь. Это как бы не критично, мы что с твоего Ну, это с абстрактом, как я понимаю, частенько такая штука у стримеров. Да, можем. Окей, давай перейдем, пока я разбираюсь чуть быстренько стримом. Начнем тему Abstract год. У нас прошел год, мы, да, делали бейдж, забирали. Rapid, да. Да, смотрели нашу статистику и так далее. Давай, наверное, подведем. Мы подводили в Новый год итоги, но, наверное, сейчас еще раз пройдемся. Дополнительные уже новогодние абстрактовские итоги. Ну, да, в целом, сколько у тебя объема показало? Ой, я не помню вообще, если честно, какой у меня объем. Вообще не помню. Но мне как-то как будто меньше показало, чем было. Может быть. Либо из-за того, что эфир просел, типа, оно все в эфире считало. Может Фиг его знает. Но мне типа написало там в районе 150 тысяч, но мне кажется, что там я условно в первые 2-3 месяца на абстракте там уже 1300 набил. Ну, по дюне, если смотреть. Ну, не знаю, не суть важно, я думаю, но нормально. Бейджик забрал, ничего сложного. У тебя вот год этот прошел для абстракта. Будешь, не будешь? Типа, хорошо они все проделали, нет? Да, в целом есть над чем поработать в любом случае.
неизвестно, когда у нас будет TGE. Ну, в целом, не знаю, если... Ну, не то чтобы фада, но, знаешь, хотелось бы добавить ложку дегтя в это все. То есть в любом случае, как я и говорил ранее, команда работает, мы это видим, и, в принципе, учитывая то, сколько они зарейзили изначально, и мы, в принципе, никакой инфы не знаем о том, сколько зарейзил абстракт в процессе, вот. Либо это нам просто не говорят про это, либо пока еще рейза не было, вот. Либо это все как бы вскрытую проходило. Вот, поэтому, в принципе, ну, если брать в расчет того, что изначально рейс апса, по-моему, 11 лямов был, то команда за эти деньги проделала, очевидно, больше, чем остальные. Вот. Единственное, что мне не совсем по душе, это то, что... Тут даже, знаешь, не от рынка зависит, а вот то, что у нас есть такой приятель Луканец, который, ну, скажем так, за прошлый год не сдержал свои слова, это раз. То, что он обещал, как бы не произошло. И при этом еще вот мне не нравится то, что команда, ну, как и он, делает очень громкие заявления. То есть изначально, как он сказал, мы хотим там флипнуть бейс. Ну, понятно, что все восприняли это как юмор, и ну, в данный момент это как юмор и выглядит, да? То же самое и говорят у нас ребята из команды сейчас. Мы хотим, чтобы топ-5 Web3 гейминг там, приложения, грубо говоря, они были базированы как бы на базе абстракт. Но при этом абстракт ничего не делает для того, чтобы анбордить эти игры. То есть если у тебя там Solana, Vax и прочие, они дают гранты тем, кто приходит, они там какие-то, ну, я не знаю, дополнительный маркетинг делают, грубо говоря, этим приложением, то абстракт не делает сугубо ничего. То есть у нас абстракт не поддерживает, ну, грубо говоря, так в открытую, то есть как поддерживали бы другие чейны, другие фаундеры, приложения, которые запускаются. То есть единственное, что они могут сделать, это дать бейдж, новый там помог условно. Ну, это в принципе буллиш, то есть понятно, что благодаря бейджу Скарли там заработал хорошие деньги, но все равно это не та поддержка, которую они могут дать, и ну, как бы рассказывать про то, что они хотят привести топ-5 игр, ну, я не знаю, им нужно полностью пересматривать, в моем понимании, свою как бы механику онбординга таких топовых игр. И я думаю, что ни для кого не секрет, что топовые фаундеры, которые запустились на абстракте, они в данный момент, ну, можно сказать, жалеют отчасти, потому что они бы лучше там на Solana запустились или еще где-то. А какую ты поддержку, вот ты говоришь, они могли дать больше поддержку, а что они еще Ну, могли? смотри, у нас Руи есть, у нас есть ОЦХ, у нас есть Gigaverse. Ну, как часто ты видишь на странице абстракта посты про эти игры? Я вижу только условно в рекапе ежемесячном про то, что они какую-то статистику с этих игр берут и просто ей делятся. Ну, это не их заслуга, это заслуга фаундеров абсолютно. Абстрактная заслуга за то, что они там условно Руи не могут выдать бейджик, ну, я не знаю, что значит поддержка. Ну, то есть ребята стараются там на протяжении полугода, даже больше делают свою игру, и по факту мы фидбэка такого, ну, не видим. Анбординга от абстракта мы не видим. Мы видим условные бейджики для проектов типа Ультрамена, мы видим бейджик для Cryptoys, мы видим очень жесткий шил и пуш Monster Fun был, когда он выходил. Вот, по факту, ну, я не знаю, возможно, они обожглись, и поэтому не хотят давать столько, типа, саппорта, но, ну, понятно, что Monster Fun это был Project in Residence, то есть это был конкретно там на абстракте базированный проект, они его сами изначально поддерживали. Вот, ну, не получилось, не знаю, ну, как-то так. Ну, то есть это не говорит о том, что не нужно поддерживать другие проекты, которые уже там успешные и офигенные метрики показывают. Они просто берут там условные метрики с Гиги, периодически видел посты, и они как бы этим выставляют себя крутыми. Но это не они крутые, это Гига крутая, потому что она анбордит, потому что она там бриджи делает внутри игры и куча всего, чтобы люди могли и не из скрипты, по-моему, Stripe они добавляли еще, а это они сделали это до абстракта. Ну, то есть в принципе, я думаю, что тут заслуга по большей части фаундеров.
А я бы чуть не согласился, не знаю. Вот смотри, вот по поводу фраз, что не поддерживают. Ну, там даже вот Source Club, да, запускался, сразу же команда там зашла на стримы, там Руи запускались, тоже были, если не ошибаюсь, стримы, какие-то там репосты, и как будто Ну, ты это думаешь, этого достаточно? ну, ну, бейдж вот действительно могли бы дать, но походу вот была занята очередь на Мазе, ну, могли вот эти вот, ну, от АЦХ этой игры, но могли позже, да, в теории дать, не знаю, может, На это не второй договор... сезон ЦХ не дали бейдж, например. Да, ну, вот, может быть, там есть какая-то договоренность, что за бейдж, если дают, то они должны какой-то процент абстракту, типа, отдавать, и там они о чем-то не сошлись, мы же тоже внутренней кухни до конца не знаем, вот тут непонятно, с бейджами, да, вот, я с тобой согласен, какой-то вопрос, но, опять же, внутренней кухни мы не знаем, как там, что... Почему Луканец не делает посты про то, какие проекты выходят на абстракте? Ну, только про самые... Почему делает. Web3 проект, условный там биткоин, должны платить $50 тысяч на аудит, чтобы добавили их на портал? Почему не абстракт должен платить аудит? Ну, то есть, почему нет никаких грантов и тому подобного? Вот гранты, да, могли бы в теории, вот правильно ты говоришь, сделать, но походу денег на это нет. Почему не должны абстракт платить, если нет грантов? Ну, типа абстракт, ну, что он должен платить? Что за все апки будет платить? Только Нет, ну если абстракт же хочет, чтобы топ-5 Web3 игр на абстракте запустились. Нужно как-то их привлечь. Ну, то есть у тебя есть топовые фаундеры вообще Web3, условно, и тебе нужно их позвать. Ну, то есть как ты это сделаешь? Я думаю, Просто Лукао... скажешь, запускайте на абстракт, ну, я думаю, что это не вариант. Я думаю, что люди хотят денег, их хотят грантов, хотят поддержки и всего прочего. Вот. А то, что фаундеры крупные жалеют на то, что они вышли на абстракте, ну, это, я думаю, очень даже такой показатель. Нет, такое действительно, да, понятно, есть. Но ты сказал, вот там Лука не пишет. Мне кажется, он типа переживает, ну, не хочет писать за другие проекты. У него типа условия, либо это его там какой-то проект супер проверенный, либо он получает от него деньги. Там условный Криптоис, условный Ультрамен, мы помним, он про них писал. Я думаю, они там Ну да, да. неплохой такой сделали. Непонятно, да, почему про другие не писать. Ну вот Фикл боится, может быть, знаешь, не имеет ничего с этого. Там за свои проекты он пишет. По поводу не сдержавших слов Луки, вот ты вначале говорил, я полностью согласен, много слов было не сдержано. Про листинги мемов. Начнем с того, что да, вот самое страшное — это листинги, потому что люди засаживались, люди знали, что в Q4 будет ТГЕ, люди верили, и при этом они еще такие: мы будем держать свои сумки, потому что у нас еще грядут листинги. Да. Но у я нас думаю... листингов нет, у нас в итоге ТГЕ нет. И получается так, что люди в убытках, и очень такие крупные ребята, которые в абстракте сидели, они верили до конца, они держали свои сумки, и их сумки ушли в минуса, грубо говоря. Хотя они могли там, очень серьезные деньги на этом фиксить. Вот. Ну вот смотри, мне кажется, что из-за чего это не произошло, может, действительно вот все было готово к листингу абстракта, хотели действительно выходить, поэтому что оставалось, да, сделать мобильное приложение, сделать листинги, ну типа, потому что мы и так были на супер хайпе летом. Походу поняли, что либо не вариант выходить, что можно больше собрать с этого, заработать с этого, либо что рынок будет разворачиваться, нет смысла сейчас выходить токену катается. Ну, короче, либо вот какой-то вариант что-то случилось, что не поняли, что не будет выходить, либо действительно что-то не получилось договориться. И поэтому это все перенеслось. По поводу, кстати, вот еще правильно написали в комментах, что типа абстракт же действительно вот дает вот этим приложениям, знаешь, не все эти приложения бы жили бы на других чейнах. Условно, да, там же мультиплеер, да, но кто бы играл в него, если бы не экспа? Они ушли на Solana, они сдохли. И это вот может быть так и с многими другими было бы. Гэмблинг капки в начале абстракта, конечно, они заработали там по $1 миллион плюс, и это, конечно, благодаря абстракту относительно. Но опять же, это проблема абстракта в том, что она промоутила гэмблинг капки, и у них пользователи остались в убытках, потому что с них все высосали, и они надеялись, что они за эту экспу что-то получат. Вот, это первое. А второе, насчет экспы еще. Вот очень давно я задумываюсь над этой проблемой. В целом, то, что у нас экспа уже ничего не стоит. Уже которую неделю она фармится. У нас капа экспы, ее в принципе нет. Типа там по 500 тысяч лутают, по 400 тысяч. И это как бы в моем понимании не совсем правильно, учитывая то, что мы вообще начинали там с капа 10 тысяч XP изначально на абстракте. Ладно, это не суть важно. Просто я уже сколько раз говорил и об этом думал, про то, что можно же просто взять и условно сказать, что вот там сезон фарма закончен, первый, начинается второй, и у нас экспа режется напополам. И, в принципе, мне в ответ говорили: это же значит, так меньше людей придет в абстракт, это же невыгодно и тому подобное.
а я просто, обычный пример Lighter. Lighter Ребята делали именно так, к ним приходило все больше и больше, и люди тратили деньги. Вот, поэтому, это вообще не показатель, и, в принципе, для тех, кто early сидит в абстракте, для них это было, наоборот, буллиш, чтобы они вкладывали там больше денег во втором сезоне и тому подобное. Вот, что экспа потихонечку начинает работать так, как нужно, а так она просто копится, и непонятно к чему. Тогда бы не было бы этих фраз, что вы еще до сих пор early. Наверное, понимаешь, Lighter, он действительно генерит дофига бабок. Абстракт все-таки меньше денег зарабатывает. И, наверное, они боятся, что это отпугнет людей. Все-таки вот мне так кажется, что они придут какие-то, знаешь, они там работают по Азии, чтобы новые азиаты приходили. Но только такой у меня вариант. Lighter действительно, да, так сделал эпоху, и все равно люди остались, и люди и пришли. Это было действительно. Да и люди заработали, что самое главное. Подождите. Поздоровайся. Привет. Не, для меня, я не знаю, я немного все равно считаю, что год, в принципе, прошел успешно. Да, много нюансов есть, но... Не, я же говорю, в целом, именно из того, что мы имели 11 миллионов инвесторов, мало проектов похвастаются такой результативностью, это 100%. Но, фон, грубо говоря, нынешний, он не самый положительный. Вот, и я думаю, что потихонечку мы можем переходить к очень хорошей теме, потому что у нас недавно запустились агенты на абстракте. Да, у нас недавно запустился токен от Масона, скажем так. Он не совсем запустился от него, но на его агента, грубо говоря, его запустили, и там все-таки у нас есть подводные камни, потому что непонятно, кто это запустил, кто этот человек, который пожертвовал там $3000 или сколько он сжег. Да. В токене был первый, кто купил там 20% сапплая. Вот, поэтому интересно услышать твое мнение. В целом, что нас ждет, буллиш, не буллиш, и, в принципе, что по токену думаешь? Потому что выглядит он сейчас крайне так себе. Ну да, я вот сейчас хочу открыть, посмотреть, он сейчас стоит 63 тысячи, Бикхоз, этот токен. Не знаю, мне кажется, что это, я точно не уверен до конца, это идея команды или кто-то просто создал. Скорее, я все-таки склоняюсь к команде, мне так кажется, что они пытались так вот запушить. Но в итоге, как-то, не знаю, не подхватил рынок, да, но пошло на полляма, тоже успех какой-то. Но большинство людей там кто-то там Эли знал, да, об этом заранее. Я уверен, что еще другие люди знали об этом заранее. Эли, там Гусь, да, у нас там Никс зашел еще. Был бы другой рынок, его могли бы, да, подхватить, потому что это трендовая тема и агенты. Это 100%. Это стреляло, да, на бейзе у нас и так далее. А в абстракте, мало ли квы, рынок хуевый. Это все сложилось. Плюсы снайперы. Снайперы, наверное, есть и на других чейнах. Тут не надо думать, что это только в абстракте. Просто нет, конечно. Я думаю, даже на абстракте их меньше. Потому что на абстракте ничего у нас не бонится, не выходит. Поэтому, в принципе, я думаю, этот токен просто умрет и все. Я думаю, я вчера в нашем закрытом чатике писал, кстати, или это было позавчера, я не помню, если честно. Я просто недавно поговорил с Майбахом на тему мемкоинов в целом. У меня есть один способ, который может условно абстракт мемы оживить просто в 1 секунду, который может принести очень много денег на чейн. И причем, как мне сказал Майбахов, абстракт команда знает об этом, и Такани уже там 2-3 месяца про это пишет, и никаких подвижек от этого нет. Вот, это все просто. На самом деле есть такое приложение, называется FOMO App. И сейчас все гены там сидят, они трейдят Base, они трейдят эфир, они трейдят Solana. То есть там пока только 3 чейна, грубо говоря. И, все, что выходит, там человек просто там заходит, регистрируется, привязывает свой твиттер, и ты с стейблами, грубо говоря, у тебя портфель в USDC, и ты USDC на любую чейн закидываешь, у тебя сразу же проходит свап. Вот, довольно-таки удобно это все сделано, ты можешь подписываться на людей, смотреть на нотификации. И вот у нас есть там яркий пример, тот же Франк де Готс, я думаю, все его знают, человек, который за месяц сделал со $100 тысяч, у него сейчас портфель там порядка 800 тысяч, и его копитрейдят, он заходит в день там в несколько мемов там на десятки тысяч долларов, вот, на что-то свеженькое. Все, что подсвечивается там в FOMO-апе, в топе, все очень хорошо торгуется по объемам. И, в принципе, я думаю, что мемы, которые именно выжили, грубо говоря, до сих пор их не закинули. Тот же там Апстер, у нас Поли есть, у нас Резба есть, там относительно на лоях,
год, Гуннер, вот это мемы, которые выжили, я думаю, что если вот такая движуха вся пойдет, ну, я думаю, что их активно начнут пушить, откупать. Вот. Ну, может быть. Типа, твоя логика в том, что все сидят в этой апке, да, и если там будет абстракт, то они обратят просто внимание, да, вспомнят за него в этом. 100%, да. Ну, это очень много денег приведет, потому что бейс по отчасти, ну, сейчас в большинстве своем так и торгуется. Не имеет места быть. В принципе, видишь, там самые трендовые, это кто у нас самый трендовый? Это Base, Solana, Эфир, больше как будто нигде и ликвы особо и нету, кроме этих Да, трех. но опять же, если бы не FOMO-Up, на бейзе не было бы столько ликвы. Ну, короче, Поэтому... вот это было прикольно. Может быть, абстракт не получается у них договориться, а может им пофиг. Вот фиг пойми, если честно. Из-за чего Ну, это. было бы круто увидеть такую коллабу, потому что, я говорю, сразу добавляют абстракт, мы об этом узнаем, сразу же скупаем все, что есть в абстракте, я думаю, что богатеем. Вот, поэтому ждем анонсов, я не знаю, А может, знаешь, как-нибудь до команды надо донести. может быть, еще даже этому фому не сильно выгодно добавлять абстракт, давать ему рекламу, тут объемов нету. Ликвы, типа, что они думают, смысл нам от этого? Мы, ну, больше, ну, типа, абстракт выиграет. Не, ну, абстракт, скорее всего, должен заплатить за коллабу. Ну, типа, такого только, если абстракт Да, заплатит, то да. Но ждем. Так, это мы обсудили, смотри, у нас еще такая тема, да, это, кстати, вот буквально свежая. На этой неделе. Playboys? Не, Playboys потом. Пингвины карту выпустили. Читал, не читал, делал себе, не делал. Не делал, а что за карта? Ну, которая... Вот это вообще очень смешно, на самом деле. Я просто поражаюсь их маркетингу и как они пытаются условных там хомяков заонбордить. Ну, просто когда вышла эта новость, в Дискорде сразу же прилетело уведомление, я тогда сидел онлайн. И, ну, самое смешное в том, что и в посте, и в Дискорде там, получается, написано Pudgy Penguins, первое место Visa, и потом Каст. Типа, что Pudgy Penguins коллаба с Визой. И причем, ну, я заметил, что не раз было такое, что, грубо говоря, коллаба там абстракта с Cryptoys, это коллаба абстракта с Disney. Там, ну, и понимаешь, все вот в этом духе, то есть разгоняют. Правильно это, мне кажется. Ну, я не совсем согласен, как бы, ну, по факту это просто коллаба с Кастом, а Каст уже там выпускает карты с Визи. Ну, то есть, условно, если бы Каст выпускал MasterCard, это было бы также вот Pengu X MasterCard коллаба, якобы, но на деле мы же понимаем, что это не так. Ну, конечно. Вот. Ну, немножечко смешно, но в целом, как бы, ну, выпустили карту и выпустили неплохо. Каст, в принципе, неплохие ребята, я Slayer предпочитаю, но, в принципе, ну, Каст неплохой проект, 100%. Ну, на самом деле, мне кажется, это правильно с точки зрения маркетинга. То есть зачем людям знать? Они увидели, с Визой, они даже читать дальше не будут, им оно не надо. И как бы это так и работает. По поводу... Ну, у нас не полетел флор пингвинов от новости, что Pudgy Penguins заколлабился с Визой, ну и в итоге толку от этой коллабы, грубо говоря. Просто, чтобы это обсудили, не забывали о пингвинах. Может быть, если бы рынок был бы, знаешь, летом, да, когда все росло, может быть, чуть-чуть это бы и дало бы флору вверх, но я тоже не думаю, что прям сильно. Я, кстати, себе сделал эту карту. Ну как, я подался на whitelist, зарегался в касте, и мне, если честно, понравилась структура каста. Во-первых, это у них, короче, той же point-система, у них будет TGE в Q3, Q4, Q2, Q3, но я думаю, перенесут, ну, как всегда у нас в скрипте, как бы, в этом году. То есть ты фармишь поинты, и, кстати, пингвинам дали больше заработка этих поинтов, чем другим картам. А у нас она бесплатная по whitelist. То есть на европейские доки, либо на любые СНГ доки, УКР, РУ, Беларусь, можно зарегать, если у вас есть адрес, единственное, европейский, но его можно нарисовать при желании, как бы там сами думаете. Короче, прикольная тема. Как бы ничего, да, сверхординарного, но можно пофармить этой карточкой. Кстати, мне понравилось, ты сказал за Slayer, мне понравилось больше, чем Slayer, нет 1% на депозит, который у нас ворует, плюс каста токен, у них 10 лямов инвест, как у нашего абстракта. В теории могут стоить дороже, чем Slayer, потому что Slayer уже что-то старое, да, и только укатывается, к сожалению, токен. А каст может что-то, типа вот, можно будет больше даже залутать. Ну, а так, в принципе, все, нечего даже добавить, можем перейти дальше. Новая игра, вот правильно, мы уже говорили о ней, да, чуть-чуть. От ЦХ вышла, Мази это, или как? И от Руи вышла, я не знаю, мы говорили про это или нет, может быть, тоже не успели. Мы об Руи тогда поговорили перед их запуском, ты рассказывал, но если есть что добавить, давай вот про эти две игры как раз и поговорим. Да, без проблем. Что можешь про них рассказать, потом я добавлю там что-то.
Ну, Руи в целом молодцы. Долго билдили игру, наконец-то запустили. Там еще все не отшлифовано, конечно, до конца. Но в целом люди, кто играют, довольны. Вот, вполне себе играбельно, вполне себе интересно. Но она не совсем похожа на Web3 игру. Она больше на Web2. И как бы вот из этого складываются вопросы. То есть в первую очередь, когда ты делаешь Web3 игру, ты должен продумывать монетизацию. Тут она как будто бы не совсем продумана. То есть тот же Gigaverse, он более под это заточенный. Вот, но опять же, скоро, я думаю, все-таки запустят маркет, и люди, кто early играл, там шмотки набивал, они смогут заработать. Вот, но опять же, они заработать как должны? Они должны заработать, продав кому-то. Ну, то есть продав кому-то, кто хочет сэкономить время, либо новым каким-то игрокам. Будет ли поток новых игроков в этой игре, ну, я, если честно, не знаю. Вот, мне больше, знаешь, понравилось, как сделали Goblin Towns. Ну, типа, что они прям конкретно на Web2 вышли, и, грубо говоря, что ревеню с Web2 игры в Steam пойдет в их экосистему. И это, конечно, ну, круче. То есть вообще я об этом задумывался, что мешает крупным Web3 проектам, таким как Pudgy Penguins, в том числе, реально заплатить. У них много денег, условно, и они могут как бы найти очень крутых разработчиков, которые им сделают очень крутую Web2 игру. Пускай они будут с пингвином. Ну, вот типа, да, но на телефоны, а там, условно, в Steam, что они такое более хайповое, знаешь. И, ну, Steam реально приносит нормально денег разработчикам. То есть у нас даже там есть инди-игры, которые покупаются постоянно, хотя там ценник будет там $5-10. Есть топовые игры, которые там $50 там стоят, и их покупают постоянно. То есть я думаю, что на этом нормально можно заработать, если этим заняться. И Goblin Towns, вот большой респект, что они выбрали для себя это направление. Но мне кажется, что это bullish, что, в принципе, Web3 проекты потихонечку начинают в такое направление идти. Потому что деньги есть, а вот как ими распоряжаться, как их приумножать, ну вот один из примеров, как я думаю, покажет нам Goblin Downs. От кого? Игра от АЦХ новая, ну, Unchained Heroes. Maze классная игра, на самом деле там и заработать можно, и как бы если повезет, опять же, может джекпот выпасть, но он не выпадет. Вот, то есть, ну, рыться это с джекпотом. Да. Вот, я поиграл, в принципе, ну, нормально. Бейджик забрал, интересно поиграть. Тем более, вот на стримы походил там к ребятам типа ВУ, которые там прям задроты. Они прям жестко знают, как это все уже проходить, и я думаю, что они там нормально зарабатывают. Ну, то есть, условно, там при вложениях $500, я думаю, ну, условно, там 800 тысяч за неделю можно сделать. Ну, в первом вот этой неделе, которая с бейджом, да, была, там действительно так было. Сейчас, мне кажется, будет намного тяжелее, там, дай бог, в ноль сыграть, там уже другой окуп. Ну, хомяков будет меньше, да, понятно, и да, денег будет меньше, потому что бейджа нет, это очевидно. При этом, мне кажется, что это достаточно неплохой дешевый способ фармить экспу, там по затратам $5-10 выходит, но остальное вы отбиваете при хорошей игре, как бы, и фармите экспу, там не так, и не надо много времени тратить, там 250 шариков максимум, там, минут 30 засели, да, за неделю суммарно, и все, вы их отбили. А Руи я как-то вот в Мэйзе я буду играть. Сказали, что там резнули все, и теперь в 2 раза больше нужно, это чтобы через уровень... неделю. Там вроде еще неделя есть на шарике X2. Потом будет, да, еще сложнее будет. Надо считать, сколько будет окуп и так далее, как бы сколько это по деньгам выходит. Но, по идее, должно быть не так дорого. А Руи как-то я мне стал падлу, я скипнул, за них еще экспу вроде как не дают пока что даже. Ну, только вот резко ты сказал, что можно, в принципе, пофармить в надежде как бы продать, вот это имеет какой-то смысл. У меня, знаешь, еще просили, что у тебя спросить, Abstract Creator перед стримом просил, чтобы ты рассказал поподробнее про коллекцию, которую ты холдишь на эфире. Я не помню, как она называется, не Roblox, а как она называется? Roblox нормальная коллекция. Я бы взял, если бы был. Не, Rebels, наверное, ну, это неплохая коллекция, просто коллекция пока что. Просили ну, очень... скажем так, ничего там прям краймового нет, но ребята стараются. Я решил поддержать, 10 штук купил красивых. Сейчас попробуем зайти в свой кошелек. Что-то... я могу. Сейчас. Да, у меня 10 штук. Тут ребята балуются, такие приколы. Блин, я бы тебе показал. Я сейчас тебе в личное скину.
Я сейчас тебе личные скину пару того, что у нас тут сделали. О, кайфово. И сейчас еще второе, смотри. Угу. Ну да, прикольно. Ладно, с да, давай. часами. Ну, с бейс-часами жестко вообще. Так, ладно. Это, в принципе, ну, тоже руками отрисованная коллекция. Небольшой сапплай, у нее 2000 на эфире. И в целом, ну, блин, арты прикольно выглядят. Ой, она запампилась, походу. А мы, кстати, экран твой не видим, если ты показываешь. Я понимаю, я сейчас дам, не переживайте. Rebels. Видите? Пока не видите. Пока не видим. Вот так, вот так видите. Видим. Да. А так я сильно закрыл, наверное. Да, лучше обратно. Опа. Ну, в целом, 0.1 уже флор потихонечку вырос. 30 эфиров объемы какие-то есть. У них намечается сейчас Space, они активно ведут Discord, у них очень много всяких white-листов можно выиграть за холд, и я смотрел, там наши ребята СНГшные тоже подхватили, то есть кто-то холдит. Я лично холджу 10, но я просто себе красивых выбирал. То есть я изначально до ревила там часть слил, после ревила слил, там блудил, условно продавал там подешевле, ну, коммонки, и потом покупал рарки, скажем так. Ну, у меня такой был план. То есть в итоге я собрал себе 10 штук, и 10 штук меня, в принципе, устраивает. По-моему, там есть одна не очень, которая мне нравится, сейчас покажу. Вот эти две мне не сильно нравятся, девчонки, но они хотя бы с редкостью нормальные. Вот, я их пока поддержал, потому что, ну, не на что их флипнуть. А так, вот я с Флора поднял Фурдарк, у нее, ну, их очень мало, их, видишь, 9 штук всего, Да. 0.1 флор, ну вот 0.13 покупка была, наверное, час назад, вы купили какую-то. Да, ну то есть их мало, они могут стоить денег, если коллекция будет пампиться, очевидно, рарки тоже будут пампиться. Выглядит неплохо, ну типа прикольно. Вот этот мне больше всего понравился, я его вообще дорого купил, 0.28, это 60 баксов, когда коллекции флор 20, ну, да, 20. Ну, немножечко, наверное, может, переплатил, но мне она просто понравилась. Я собирал вот этих вот всяких с золотыми коронами, то есть у меня много золотой короны. А, вот это, кстати, коммунка. Надо продать, поменять на нормально. Ну вот, поэтому как-то так собрал себе симпатичных ребят. Вот. Ну, в целом, неплохая коллекция. В эту коллекцию, из-за чего может Ну, расти? да, за счет того, что, во-первых, supply 2000 – это мало, ну, реально мало. А цена сейчас маленькая, и, в принципе, тут, ну, вообще без проблем это все пампит. То есть придет кит, свипнет 50, ну, условный ноунейм, да, у нас уже 0.12, а там после 0.12 вообще чуть-чуть до 0.15. А там уже 0.2, там уже 0.3, ну, короче, понял, да? Вот, ну, единственное, что листингов много, наверное, стоит, потому что с момента ревила там много листингов было. Ну, уже, нет, было 500, сейчас уже 286, потихонечку стабилизируется ситуация. Тоже вполне себе неплохо. Вот. Верю, потому что ей занимаются, поэтому ей занимаются ребята из Saved Souls, у них прошлый проект очень успешный, плюс у них очень много геймификации, то есть у них уже там... у них сейчас Space происходит, вот поэтому их выкупают. С Yakidax у нас 12 тысяч подписчиков, какие-то ребята, тоже коллекция, видимо. Вот, ну, с EGR у них был Space, в принципе, молодцы. Вот и с Yakidax у них сейчас Space, они потихонечку, топ-муверсы, кстати, на OpenSea, получили Verify, вот, когда 25 эфиров набили. Ну, в принципе, они там за 3 дня набили вполне себе быстро. Вот, у них изначально был ревил, скажем так, такой интересный, то есть ты должен был выбрать банду наугад, и у тебя либо ревил произошел, либо нет. Вот, и ты там по несколько раз пробовал, и потом кто-то держал их специально незаревильными, чтобы перепродать подороже, а они, когда Space с CGR запустили, они просто всем метадату обновили, и то есть все заревилились. Вот, тогда можно было с Флора что-то интересное поднять. Ну, один из одного там, в принципе, за 0.3 эфира покупают, ну, то есть вполне себе, знаешь, приличные деньги. И, ну, Saved Souls, это в свое время, там, в 22-23 году был довольно-таки масштабный NFT-проект. У них были очень хорошие объемы.
у них были игры типа Risk to Earn, где ты можешь сжечь NFT и получить что-то там, типа, ну, эфира больше, там, чем NFT стоит. Ну, то есть, грубо говоря, вот у них такая геймификация была. Здесь у них будет все построено на культе типа банд и прочего. Вот, поэтому я думаю, что такое может полететь, и этим реально занимаются. Молодцы ребята, у которых есть уже успешный кейс. Поэтому, в принципе, ну, я в них верю. Взял 10 штук, даже продавать пока не планирую. Ну, сколько это, может, $300 на них потратил суммарно. Вот, 0.02, там, то есть 2 раза выше был флор до ревила. Можно было сфлипнуть вообще нормально, потому что я закупался, у меня там вообще вкусно в ТВХ было изначально на мои. Я брал, по-моему, 15 штук, и у меня было 0.08 где-то. 0.008. Ну, короче, очень дешево. То есть там где-то за $15 я брал в среднем, и там за 50 я где-то мог выходить, но я не стал. Дождался ревила, было интересно, я еще на ревиле там нормально так залудил, потому что ты мог... Короче, пока ты заревилил, у тебя 5 минут еще NFT метадата не обновляется на OpenSea, и ты ее выставляешь, как будто она не ревиленная, подороже, и покупаешь с флора, ищешь реально не заревиленную. Вот, ну, короче, такими вещами мы занимались. В целом весело было. Окей, вот. Понял. Ну, в принципе, ты подробно достаточно ответил. Может, ты еще расскажешь, я знаю, что ты зашел в Cash City, ты уже сегодня его упоминал, расскажешь про проект, что там вообще сейчас происходит, есть вообще смысл ребятам сейчас туда куда-то залетать или нет? Ну, не знаю, Крея вчера засадили, ну, в целом математика неплохая, то есть, ну, она отличается от классических понзи в том плане, что эмиссия небольшая, в принципе, выходит на рынок, и там, ну, типа за час в стакан может улететь в самом жестком раскладе, ну, там, порядка $2000, ну, типа, это вообще копейки, учитывая то, что люди покупают. И, ну, в данный момент, грубо говоря, ну, она не укатывается, стоит в боковике, но, опять же, ну, кто-то крупный может прийти из плюсов, потому что можно 15 ферм сразу сделать, но я это точно не рекомендую. Я вчера нормально так пролудил на паках, где-то, наверное, суммарно я 40 тысяч токенов всадил, и вот у меня уже 20 тысяч токенов нафармилось. Вот. Ты уже продаешь или как? Не, ну я то, что майню сейчас продаю, но я вчера, короче, ну, плохо сделал. То есть я прям лудил до победного, пока у меня деньги не закончатся. Так, не, наверное, даже 50 тысяч потратил. Ну, короче, ну, много я потратил, но я просто выбил Трампа, который самый сильный. Я такой, я буду лудить до второго Трампа. И потом докидывал, и он не выпадал, и, короче, тильт получился. Вот, но в целом нормально. Фарм, вчера у меня было почти 1% эмиссии, я фармил токены. А сколько уже? Вот ты вложил? Да, я не знаю, ну, на Solana, ну, короче, если так вообще, когда я начинал эту всю штуку залетать, у меня было там 2 штуки где-то, а сейчас у меня 400 чистыми. Ну, короче, ну, не прям, чтобы я отбил. Но я только отбивать сегодня начал, ну, то есть я только сегодня продавать токены начал. Тебе нужно, чтобы токен еще держался, сколько он сейчас стоит? Ну, не, если он там дней 5 поддержится, я думаю, он поддержится, потому что, ну, мы делали подсчеты, команда порядка... Скольки там, $500 тысяч, наверное, с запуска заработала уже. Вот. Поэтому, ну, вполне себе нормальные цифры. У них были успешные кейсы, и, в принципе, как будто кидать этот проект они не будут. Вот. Ну, то есть 5 дней пофармить что-то да получится, а там уже еще, там, знаешь, 5 дней, когда она будет укатываться, ну, но все равно, типа, не будет одной свечой укатываться. То есть флипперы уже вышли, там люди очень много поджигали. То есть если там брать вчерашний расклад, там на момент, когда 1,5 миллиона эмиссий вышло в рынок от майнинга, да, причем эта эмиссия, она могла быть реинвестирована, но это просто типа смайнили 1,5 миллиона, но часть из них, очевидно, могли челы идти и паки открывать. То есть сколько в рынок ушло, неизвестно, но явно меньше, чем 1,5, я думаю, меньше, чем 1 даже. А на тот момент, получается, сожжено было 5 миллионов токенов. Ну, а есть смысл ну, то есть соотношение ребятам идти или уже нет? Ну, из интересного, короче, что вот сейчас сделали, Короче, сейчас я объясню основную механику. Давай я даже покажу... Давай. Покажу сейчас эту всю страничку. Я вот купил 3 фирмы. Ну, вот это тоже, кстати, не рекомендую, но зависит от того, сколько... Ник музыка у тебя сильно фигачит в игре.
Выключи. Сейчас я... Она перебивает все. А я выключил звук на сайте. Фигачит. Вот теперь не фигачит, но ты вырубил экран. Сейчас я сделаю, чтобы звук не транслировался просто. Давай. Так нормально должно быть. Так только мне нужно поставить. А то было слышно только музыку, а не тебя. Вот так нормально? Норм, говори. Короче, смотри, когда началась игра, была фигня такая, что у тебя улучшение левела твоей постройки происходило раз в день. То есть вот у меня, грубо говоря, фирма третьего левела, это капа была, вот я должен был через 5 часов его только на 4 уровень. А сегодня они сделали так, что они сбросили все эти кулдауны, и теперь кулдаун стал 4 часа. То есть по факту, если мы зайдем в доки, я сейчас их не буду открывать, но в чем суть? У тебя есть пак с интернами, Трамп, да, например, вот который самый жесткий. У меня сейчас 1,1% выпадения. Когда ты только начинаешь игру, у тебя шанс 0,5%. То есть, существенная разница, почти в 2 раза чаще мне будет выпадать вот этот Трамп. Иди сюда. Сюда иди. Вот. И суть в том, что тебе нужно как можно больше топовых собрать для того, чтобы как можно быстрее купиться. То есть, в принципе, задача простая, и ROI плюс-минус у всех одинаковые. Единственное, что если ты лакер, либо если ты действительно вот сейчас добавили эту функцию, можно просто поулучшать здание там до последнего уровня, условно, потому что на последнем уровне уже будет 1,5% шанс на то, что выпадет Трамп, да, и уже идти в этот момент открывать, сжигать. То есть в целом можно нормально нагнать за счет именно увеличения процентов. Но я вчера много залудил, то есть я немножечко неправильно с точки зрения риск-реварда пошел, но, опять же, пускай клеймится, что, мне пока не жалко, я, в принципе, более-менее верю в проект, поэтому нормально. Вот если посмотреть по моей этой главной фирме, у меня тут за час, вот как мы начали, 574 кэша намайнилось. Но я сегодня уже там на сколько? На $300 настаканил. То есть вполне себе окупаемость нормальная там за 5 дней, и ликвидности в токене сейчас еще там порядка 200 тысяч. Если даже все будут майненное стаканить, оно будет там на 1020 в день уменьшаться. То есть как будто бы 5 дней оно проживет, и можно свое окупить, а уже там то, что больше будет дальше, уже как бы в плюс. Если условно зайти в игру, и вам сразу там выпадает Трамп одним из первых, тогда у вас окупаемость будет, я не знаю, там, наверное, день. Короче, еще вот так вот. Тут от удачи зависит, то есть, да, тут реально лутка такая небольшая есть. У меня просто в первый день были всякие баги, но они их пофиксили. У меня там 3 пака не открылось больших, то есть мне за них до сих пор не вернули. И у меня еще пару клеймов было монеты, мне они не пришли, написала, типа, ошибка, и вот как-то так. Есть, короче, нюансы, но команда работает, команда активная, она даже мне там в Твиттере отвечает, в ЛС, поэтому, нормальные ребята, главное, что у них тоже есть хорошие кейсы, они тут, у них связи там с тем же Толли, фаундером Solana, там с инфлами, и, кидать они проект точно не собираются, потому что это удар по репутации, и они больше ничего не выпустят. Очевидно, что они с этого зарабатывают. Вот даже сейчас у них там чистыми, я думаю, 1500 есть за 2 дня с момента запуска. Это вполне себе отдельные цифры. Их ошибка главная была в том, что когда они запустились, они на главном посте дали цашку, и их заснайпили. То есть они вышли по 300 кап, и их загнали там на 7 лямов, по-моему, но это загнали именно флипперы. И они потом его и укатали. А ребята, которые первыми заходили, они уже заходили по 4, по 5 лямов в игру. И вот сейчас, грубо говоря, куда вкуснее зайти в целом, именно по стоимости вот этого вот пака. Вот. Единственное, что я для себя понял, почему вот я пошел лудить там паки, когда у тебя больше, грубо говоря, вложено, ты больше фармишь, и тебе с большим фармом куда легче отбить именно вот эту вот одну солану, которую ты тратишь. То есть ты тратишь токены, как ты отбиваешь, это легко считать, да, а вот одна солана, если ты фармишь там в токенах, но фармишь мало, ты ее не быстро отобьешь, да. А если у тебя много, и ты потратил эту одну солану, то она отбивается быстро. Вот, грубо говоря, за сегодня у меня $300, это уже, считай,
все эти 3 здания, они уже, именно которые взнос за них одна Solana, она уже отбита. Плюс вот, 19 тысяч кэша суммарно, вполне себе норм результат за 2 дня, даже 2 суток с запуска не прошло. И токен еще до сих пор не укатан, то есть я смотрю, он постоянно жжется, он постоянно откупается, люди, именно хешрейт у меня, эмиссия падает, поэтому, в целом выглядит здраво. Единственное, что, все-таки для старта нужна удача, и сейчас вот за счет того, что дали возможность раз в 4 часа здание улучшать, можно зайти и именно поспамить улучшение. Оно стоит всего лишь 500 токенов. 500 токенов по текущему это, не знаю, по-моему, вообще копейки. Сейчас скажу. Кэш 500 токенов. Это $10. То есть поулучшать здание, получить хороший процент, пойти пооткрывать, выбить Трампа, Эпштейна и уже нормально фармить бодро. Вот. В целом как-то так. Я думаю, что если они начнут свои деньги как-то реинвестировать в игру, которую заработали, если они начнут там шилить это все, жестче, у нас может токен улететь типа условно X2, там на 4 миллиона, и выше. И тогда там окупаемость будет еще вкуснее. Но я бы на такое не рассчитывал. То есть я просто взял GPT, оно мне посчитало, что с учетом там уменьшающей эмиссии, потому что люди новые заходят, у меня процент эмиссии уменьшается, с учетом того, что условно токен падает, там порядка 5 дней окупаемость будет. Вот. В целом нормально. То есть сегодня я там 400 заработаю, завтра 300, потом там 250, и знаешь, там условно отобью свои 2000 там за 5 дней, а потом еще там условно там 500 тысяч сверху возьму. Вот. А может они запампят токены, и у меня получится... то есть это как будто в мем заходишь, то есть тут сильно, знаешь, немножечко математики работает, но все может пойти не по плану. Да не, вроде как норм тема, если оно, видишь, не сливается еще, значит, может прожить, если 5 дней. Но оно еще в долгую рассчитано, то есть если мы брали вид, там типа и там условно за несколько часов окупались. Они там в день по 2000 баксов фармили. Тут такого нет, в доках там немножко по-другому, то есть они должны вообще в идеале... Сейчас у нас всего лишь 3 миллиона кэша эмиссия дневная. У них она как-то по-умному рассчитывается, то есть в зависимости от того, сколько жгут, она может увеличиваться, потому что до этого было 2 миллиона, потом стало 2,5 общее, потом стало 3, и как бы в целом именно изначально в доках там было прописано 10. То есть если будет 10 миллионов эмиссия, понятно, что будут больше стаканить, но и срок окупаемости у меня в 3 раза сокращается. Я как бы на это тоже как бы расчет сделал, то есть купил, если вдруг повысит эмиссию, то есть я быстрее окуплюсь, окей, и кто-то будет реинвестировать, очевидно, со своей, да, кто-то будет новый заходить, а я буду все, что собираюсь, сливать. То есть я окуплюсь, я думаю, что нормально по времени. Вот, в дальнейшем сегодня докупать я как бы вроде как ничего не планирую, ничего улучшать больше там не планирую. Единственное, что вот это здание я, наверное, еще улучшу, свое основное. Оно 2 места для работников открывает и больше шанс на паки. Возможно, мне просто вернут эти 3 пака, которые у меня не открылись, так они хотя бы откроются с хорошими шансами. Вот. Да. Тебе привет, кстати, от Abstract Creator в чате. Он написал передать тебе привет. А я Спасибо большое. В принципе, ты подробно рассказал. Давай я расскажу, почему, из-за какой пирамиды я ее скипнул. Про свою пирамиду. Что... Давай. Сейчас я быстро рассказывай. Я поставлю, чтобы экран был. Сможешь вывести, да? Пожалуйста? Конечно, выведем. Я быстренько... Передай привет. Привет. Получится вывести? Как его там делать? Конечно, сейчас сделаем. Я свой беру. Давай. Так, твой добавил, но он пока не прогрузился. О, все, сейчас есть. грузится. Короче, есть такая игрушка на Mega ETH, это тоже пирамидка. Что-то для простоты вашего понимания, ник знает, я больше... Там, типа ОЧХ. ОЦХ, да, вот что-то типа ОЦХ, может что-то смежное с бигом, это какие-то механики от него. Но, наверное, больше ОЦХ все-таки. Почему я выбрал ее, а не ту? Потому что это на Mega ETH, мы помним, да, как на абстракте стреляли какие-то пирамиды в этом, первые. Потому что это легче всего пирамидой привести, да, какую-то ликву, какой-то, знаете, лайфчейндж кому-то подарить. Не то, что лайфчейндж, какие-то заработанные деньги. Поэтому я вот рискнул в нее. Что, короче, здесь? Здесь пока ничего, но я вам расскажу, что вы сможете потом сделать здесь. Тут был нулевой сезон, и вы покупали, минтили персов,
цена была там по $100 средний пак, ну, разные паки, это вам, в принципе, суть сейчас не важна, и они вам по 1 ляму капал, вы их типа брали, и они вам майнят монеты. Вот у меня до сих пор они майнят, вы уже брать их не можете, отключили продажи, вот они тут майнят. Не, могут на OpenSea. Но на OpenSea я никому не советую, даже фаундер типа написал, что они там по оверпрайсу, я в принципе тоже считаю, что они, если честно, по оверпрайсу, может быть фаундер это, конечно, написал, потому что понятно, что ему выгоднее, чтобы их покупали, когда выйдет токен, чтобы токен сжигался, но как будто лучше подождать, что, короче, я вам тут советую. Они, во-первых, ну давайте сейчас я быстренько еще расскажу, они, короче, хотели собрать там порядка 100 тысяч, в итоге, ожидания их очень преуспели, скажем так, они собрали больше 800 тысяч, ну, то есть денег тут дофига. Что тут я советую здесь? Сейчас вы покупать на OpenSea не советую, посоветую дождаться 20 числа, когда начнется именно реальная пирамида. Пока нет доков, к сожалению, надо будет их почитать, во-первых, чтобы там бы все было окей, но, скорее всего, там будет все окей, мне кажется, они все это продумали, но если нет, то, опять же, откидываем это. Если в доках все окей, то советую вам посмотреть, сколько стоит токен. Если токен там торгуется, да, там, как вот а-ля мы брали по токену, ну, вот этих вот героев, по токену 1 лям или 1,5 ляма, фаундер пока что сказал, что 500 тысяч закинет в ликву и поставит цену, типа, в начале больше ляма. Но насколько больше ляма, опять же, непонятно. Если, короче, цена лям, 1,5, я считаю, и доки норм, я считаю, норм тема залетать. Если, опять же, цену сразу быстро разгонят, то я не советую залетать. Почему? Потому что мне кажется, это все преселлеры, как я, они просто на иксах, если будут, то выйдут просто, и все. Как бы вот так вот, короче, это краткий обзор, можете углубиться. Не, ну а ты же, по идее, не сможешь героя никак слить в игре. Героя нет, но я смогу слить своих монет, которые я замайнил, а это 20% от героев, типа. Допустим, токен, если выходит... В плане 20%, то есть те за героя... Смотри, мои герои вот стоят 18-100 крон. Видно? Угу. 20% я намайню к ТГЕ. Ты понял? То есть, а вот это вот по 1 ляму, типа вот их оценка. А что с героями? Вот что с ними будет? Как ты их можешь читать? С героями, кроме OpenSea. Открытие OpenSea? Или... Не, кроме OpenSea, я говорю. Дальше ты его отправлять будешь героя как вот... Не, как его могут купить у тебя? На OpenSea, вот я одного героя продал своего на OpenSea. Понятно, а люди как могут купить, когда, ну, условно, за короны? За короны, да, конечно, ну, как в любой пирамиде, ты понял? Ты его за короны покупаешь, токен сжигается, но еще доков нет, это пока то, что фаундер просто набросал, рассказал. Ты его где-то будешь листить на их маркете, типа, или что? Ну, нет, ты просто, вот как ты в той кэш пирамиде заходишь и за Солану берешь героя, условно, вот здесь вот будет вместо эфира кроуны, ты понял? Вот здесь вот. То есть ты за их токен. И они примерную цену, но сделают вот, не знаю какой, еще инфы нет. Но, скорее всего, типа такая же, но только в кронах. Просто я не понимаю смысла, что написано у тебя на герое, вот, например, 18 тысяч суммарно крон. Что это значит? Это сколько примерно он стоит в кронах. Это сколько его цена бы была в кронах. То есть в эквиваленте... Но в кронах он не будет продаваться, ты понимаешь? Ну, короче, это как-то странно. Смотри, они типа, в чем суть? Ты тут майнил типа персонажа а-ля по оценке вот $100, но это по оценке 1 миллион, вот сколько он бы стоил в кронах. И получается, для простоты понимания тебе вот тут пишут в кронах твое, вот типа вот я потратил $1000, вот это вот в кронах типа. Ну, кстати, у меня просто выпали нормальные, так у меня из-за $1500 должно было быть тут 1500 крон, а у меня выпала Лего, ну типа она дороже, ну короче, оно лучше. Короче, Лего на OpenSea не хочешь продать прям? Ну, вот, типа, да я ее выставлял, ее взяли, блядь, одну там за 0,4 эфира, ты понял? Я выставил за 0,5, думал, ну под дурачка, там, может кто-то купит, в итоге никто не купил. Потом там еще одну за 0,4 брали. Может за 0,4... А что за 0,4 не хочешь? Жадный, не знаю, решил подождать. Ну, может быть, кстати... Ну, это же иксы у тебя, не? Ну, грубо говоря. Иксы, конечно. Она стоила $100, мне выпала спака за $100. Ну, так давай за 0,4 сейчас прям в стакан. А не факт, что, вот смотри, мы можем даже посмотреть, сколько они сейчас стоят, леги. Это было в первый день, я не уверен, что они сейчас стоят. Смотри, я сейчас возьму фильтр, Legendary. Ну, 0,36, вот. Ну, вот сейл был за 0,4. А тут объема нет, потому что фаундер, короче, о чем суть? Фаундер не хочет, я так понимаю, либо я не знаю из-за чего, он написал не торгуйте на OpenSea. Я думаю, мне кажется, это в первую очередь связано с тем, чтобы больше все за короны брали. Ты понял? Это специально сказал, да.
А он аргументирует это, типа, что в прайс, оверпрайс цены везде. Кстати, может быть, потому что это действительно, ну, $730, да, вот, оверпрайс, если кто-то купит, ну, блядь, 730 пак. А открою у себя, сколько крон за него пишется, или ты не можешь отдельно за одного посмотреть? Могу. 1200 корон. Это он, подожди, здесь написано, сколько он намайнит у меня за 7 дней. Не, вот не именно, что он от верхнего, типа, знаешь, Нет, вот сколько у него столько вот. Хотя, подожди, вот это условно, если у него... Не оно? Не сходится математика. Не оно. 1200 умножай на 5. 5? Вот так, да. Так тогда нормальная цена, не? $700, но это плюс-минус справедливая получается. Корона по ляму, ну, почему это он говорит оверпрайс? Ну, короче, смотри, ясно. Он реально хочет, чтобы... Подожди, если корона выходит по оценке 1 лям, оценка 1 лям это 0,1 доллар токен. 6000 умножаем, да, на 0,1, получается $600 его реальная, типа, более-менее оценка. Но это все равно... Ну, опять же, зависит еще, как токен выйдет. Если токен на 2 ляма, то, конечно... Не, он же сказал, больше выходит токен, ну, типа, больше ляма. Ну, больше ляма, это может быть лям 100. Посмотрим, как, короче, будет. Короче, вот я советую всем, если увидите токен по лям... просто заснайпить токен, короче, и все, на старте. Вот это вот... Ясно, мы поняли. Ты будешь в героях засаживаться и фиг сольешь, а мы возьмем токен как нормальные по такой же оценке, как и ты, героев, и иксанем, быстренько обкэшимся. Я, может, еще и буду покупать токен, я еще посмотрю, как оно вообще... Не, конечно, 1500 засадил, ну, куда не покупать. В принципе, вот так вот рассказал. Мега и ТХ в теории могут... Еще ревки надо обязательно, ревки прямо. Ревка есть. На весь вот. Ревка есть у меня в канале, последний пост я писал, когда они вышли. Может, не, за мою тоже надо, за Кэш-Сити тоже надо. Ну, можешь скинуть, если за Кэш-Сити. Так, в принципе, у меня больше нечего рассказать. Может быть, у тебя есть какие-то еще темы, что мы не обсудили? Ну, Playboy стрейты вышли, там ты нормально покушал вроде. Да, попродавал неплохо так. Ты тоже, да, продавал вроде в этот раз? Ну, там чуточку, да, там баксов на 40. Ну, я сама... ты пару плейбоев купил? Ну, я продал, вот я посчитал, что чуть больше на старт $50. Это за все время, не только за последние трейды. Не, ну, считай, ты 2 плейбоя бесплатно, вот, грубо говоря. Да, при том, что у меня же еще, помнишь, когда первые трейды выходили, у меня же было мало плейбоев. Это я так недавно так там накупил до 10. Но я уже слил плейбоев, у меня там только 5 осталось их. Ну, ты в плюс слил. Ну, да. Они, короче, обваливаешь нам коллекцию трейтов и плейбоев, мы поняли. Конечно, я не даю никому выйти. Не дай бог, чтобы кто-то вышел с плейбоев. Какие-то не, ну ты же когда ты выйдешь, там уже захотят, выйдут. Тогда уже да, но пока я держу планку. В принципе, вроде все. Мы уже 1:08. Если у нас что-то еще есть, можем обсудить. Если нет, то будем заканчивать. Что ты скажешь? Да, я думаю, можно закругляться в целом. О, кстати, нормально откупают, если что, Кэш-Сити. Я думал, что уже мы увидим там, знаешь, ниже, чем 1,5 ляма, а тут ну, кто-то откупает он на $800. Заходят люди в пирамидку. Да, вот час назад человек зашел, он $126 закинул, 256, 335, 664. Ну вот побольше бы таких, как бы, и в принципе... Но опять же, знаешь, вид тоже не сразу раскачался, если честно. Там типа и не сразу в него начали заливать большие деньги. И другие там пирамидки тоже бывали у нас показательные. Когда у тебя эмиссия в день фармится, ну, типа, не такая, что ты за день окупаешься, ну, очевидно, что люди тут в долгую, они пока эти там 5 дней будут фармить на окуп, они подумают 10 раз, а может мне докупить паков, а может мне докупить то, да сё. Ну, короче, как будто бы замануха нормально. Ну, да. Ну, не то, что замануха, но если, грубо говоря, просто сесть в GPT и просчитать свой подход, можно спокойно, ну, рассчитать, когда вы окупитесь, а учитывая то, что ликвы в токене нормально, и команда рагать не собирается, и с поддержкой нормальной, я думаю, что это неплохой варик. Кстати, вот. Про имету, вот ChatGPT ты сказал, я знаю, что ты тоже CloudBot там смотрел, читал, что ты настроил себе, не настроил, как тебе вообще вот это вот все, что сейчас происходит? Не, я не настраивал, мне сказали, что на своем основном компьютере не надо ставить. Ты будешь покупать Mac Mini или вообще скипаешь это? Ну, я не знаю, я еще подумаю. Может быть,
куплю. Ну, в целом Mac Mini прикольно. Я особенно посмотрел новый Mac Mini по размерам в сравнении со старыми. Ну, там вообще такая маленькая коробочка, и ну, много для чего можно ее юзать, и как сервер, и в целом как бы монетизировать это все можно, и работать дома комфортно Ну на да, несколько мониторов. да, делегировать ему часть задач каких-то, и все. Ну, Окей, тогда будем поэтому, прощаться. Надеюсь, мы на следующей неделе запускаем, ну, будем регулярно это делать. Как раз, может быть, там новости по этим 100 Tales, пирамиде на Мега ETH, вот это вот твоей кэш-сити, может, еще что-то будет, и обсудим как раз. Тогда всем спасибо, кто был на стриме, всем спасибо, кто смотрел записи, спасибо Нику. да, спасибо, ребята. Если хотите скинуть донаты, можете закидывать. Мы с вами в лайве можем кэш-сити паки пооткрывать, если вам интересно. Я вчера вообще настроился, что не это. Я, короче, на $1000 где-то открывал, и, ну, прикольно было бы это на стриме смотреть. А я просто в Дискорде зашарил Майбахову там и Краю. Так надо было запускать стрим. Надо было стрим, ну, там такая лутка, блин, $1000 в ту же лутку запускаешь. Окей, все тогда, на связи. Давай, хорошего вечера. Не заканчивай трансляцию, сейчас приду к тебе. Да, не закончу. Давай.